Канал Валерия Табакова представляет результаты судебного заседания 13 января 2025 года в деле об убийстве Фарион. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Табаков. Сегодняшнее наше видео о судебном заседании в деле об убийстве Ирины Фарион, которое состоялось 13 января 2025 года. Это судебное заседание – это уже первое заседание по рассмотрению дела по сути. Но нужно сказать, что до сути рассмотрения в суде дело не дошло. Но само это видео в некоторой степени является информационной бомбой. И если вы досмотрите его хотя бы до середины, вы поймете, почему я так считаю. Итак, суд явился в зал заседаний в том же составе, председательствующие двое членов судейской коллегии. Прокурор, поддерживающий обвинение, изменился. Вместо Петлеванова мы видим, что функции прокурора, поддерживающей обвинение, исполняет Данылев. Это женщина, которая была в составе следственной группы и отвечала за следственные действия. Поэтому, как сама она пояснила суду, она знакома со всеми материалами следствия, с ходом следствия, материалами дела и обвинительным заключением. По всей видимости, Петлеваный полностью сошел с дистанции, и в дальнейшем обвинение будет поддерживать именно Данылев. Затем суд перешел к рассмотрению ходатайства о допуске к прямой трансляции новых съемочных групп, в частности ТСН и других. В процессе рассмотрения этого ходатайства суд предложил свидетелям покинуть зал судебного заседания. Таков порядок. Свидетели не имеют права находиться в зале судебного заседания до момента их допроса судом. Адвокат Немировский по этому поводу начал что-то пояснять матери Вячеслава Зинченко, которая, по всей видимости, собирается дать показания в суде в качестве свидетеля. Поэтому предложение, или лучше назовем его требование, покинуть зал судебного заседания относилось именно к ней, к матери Вячеслава Зинченко. Больше свидетелей в зале суда не было. Немировский поначалу сказал, что свидетелей стороны защиты нет, но потом мать Зинченко все же согласилась на роль свидетеля и покинула зал заседания. После этого суд удалился в совещательную комнату для принятия решения о допуске к прямой трансляции. После принятия решения председательствующий огласил определение о допуске к прямой трансляции новых съемочных групп. Но перед этим, после того, как суд удалился в совещательную комнату, состоялось короткое интервью с Зинченко. Ему задали 3 вопроса. Считает ли он себя виновным? Ответ нет. Возили ли его во время совершения следствия в незнакомые ему места города Львова? Ответ нет, не возили, все места ему были знакомы. И согласен ли Зинченко на то, чтобы в случае его осуждения его обменяли в Россию? Зинченко ответил, что считает вопрос некорректным. Затем суд вышел из совещательной комнаты и огласил определение о разрешении прямой трансляции новым съемочным группам. В такой ситуации, когда разрешена прямая трансляция, трудно согласиться с тем, что требование суда о том, чтобы свидетель покинул зал судебного заседания, оправдано. Если идет прямая трансляция, то понятно, что свидетель имеет возможность, даже не находясь в зале судебного заседания, наблюдать за ходом процесса. То есть требование Уголовного процессуального кодекса о том, чтобы свидетель покидал зал суда, является устаревшей процессуальной нормой. Ее стоит откорректировать. Затем суд продолжил рассмотрение других ходатайств. И здесь произошло мегаинтересное процессуальное действие потерпевшей стороны. Это действие называется предъявление гражданского иска в уголовном процессе потерпевшей стороной. Потерпевшая подала иск к Зинченко о возмещении морального ущерба в размере 15 миллионов гривен. Нужно сказать, что суд сделал замечание потерпевшей стороне о том, что такие вещи, как гражданский иск в уголовном процессе, подаются заранее в требуемом количестве экземпляров для адвокатов, для обвиняемого и для суда.
чего потерпевшая сторона не сделала. Тут же адвокаты начали бегло в попыхах читать этот иск, потом передали его Вячеславу Зинченко. Все прочитали, о чем сам этот иск. София сообщила, что эти 15 миллионов гривен, которые она хочет взыскать с обвиняемого Вячеслава Зинченко, она собирается передать военнослужащим подразделения, в котором служил ее погибший муж Василий Особа. Но откуда София взяла такую сумму иска – 15 миллионов гривен? Насколько мне известно, обычно это было не так давно, за моральный вред, который может быть взыскан в том числе и в уголовном процессе, сумма иска не может превышать сумму 5000 гривен. Даже если учесть тренды, максимум 10 тысяч гривен за моральный вред или ущерб. А тут 15 миллионов. Можно предположить, что София и ее адвокат в достаточной степени владеют расценками на определенные виды услуг, для оплаты которых им требуются эти деньги. Куда эти деньги будут направлены? В подразделение, где служил и погиб муж Софии Василий Особа. Нужно сказать, что на сегодня в Украине в случае гибели украинского бойца на фронте компенсация семье погибшего от государства составляет 750 прожиточных минимумов. Прожиточный минимум в 2024 году в Украине составлял 3028 гривен. Итого, если 750 умножить на 3028, получаем 2 миллиона 271 тысяча гривен. Спрашивается, с какого перепугу София собирается взыскать за смерть Фарион в 7 раз большую сумму с обвиняемых, чем государство выплачивает компенсацию погибшим на фронте бойцам. Фарион не боец, и погибла она не на фронте. В таких обстоятельствах закрадывается мысль, что эта сумма, 15 миллионов, могла быть взята не с потолка, а является той суммой, которую обычно заказчик платит киллеру за исполнение заказа. Так ли это или не так, наверное, знает только София, ее адвокат и, возможно, киллер-профессионал. Поэтому кто же вам признается, откуда вдруг вместо 2 миллионов берется 15? Вполне может оказаться, что эта сумма равна размеру суммы оплаты киллеру, а сам факт направления денег именно в определенное подразделение тоже вызывает вопрос. Ведь отец Вячеслава тоже воюет на фронте. Почему бы эти деньги не послать в то подразделение, где служит отец Вячеслава Зинченко? Но деньги София собирается послать именно в то подразделение, где погиб ее муж. С учетом того, что это подразделение связано с политической партией «Свобода», членом которой была убитая Фарион, может оказаться, что именно там и находится тот киллер, которому предназначена эта сумма. Вопросов масса, ответов нет. Даже если бы Фарион была бойцом ВСУ и погибла на фронте, то ее дочь София не вошла бы в перечень лиц, которые имеют право на получение компенсации. И еще, какой моральный вред имеет в виду София? В чем состоят ее моральные страдания? Тоже интересно было бы узнать, но, к сожалению, эта информация содержится в тексте гражданского иска, который доступен только адвокатам и обвиняемым, но не нам с вами. Пойдем дальше. Адвокаты Зинченко, ознакомившись с текстом гражданского иска, ходатайствовали об объявлении перерыва для ознакомления и изучения гражданского иска, а также о том, чтобы для безопасности Зинченко были обеспечены дополнительные меры защиты в связи с тем, что через средства массовой информации поступили угрозы убийства Зинченко в момент его перемещения из автозака, здания суда и обратно. Угрожающий имел ник «Снайпер».
адвокат считает, что Зинченко угрожает снайпер, и поэтому просил обеспечить своего подзащитного дополнительными средствами физической защиты, например, бронежилетом и каской. Суд одновременно рассмотрел два ходатайства о перерыве и о дополнительных мерах защиты и распорядился об удовлетворении их обоих. Перерыв объявлен до 13 февраля. Причем потерпевшая сторона, как мне показалось, в этот момент испытала шок от такого, по мнению потерпевших, большого срока перерыва. Вначале они не поняли и решили поправить суд, говоря: вы, дескать, товарищи судьи, ошиблись. Не 13, а 15 число. Имеется в виду, что они, то есть потерпевшая сторона, думали, что перерыв будет объявлен всего на 2 дня, и следующее заседание состоится 15 января, но нет. Судья четко разъяснил, что 13 и причем февраля, то есть месяц. Вероятно, потерпевшие рассчитывали на то, что защита опять будет поставлена в условия цейтнота, но суд четко пояснил потерпевшим, что, когда, почему и зачем. И что еще стоило бы напомнить потерпевшей стороне, и это еще стоило бы сделать суду, так это напомнить потерпевшей стороне, что к суду следует обращаться со словами «Ваша честь», чего София не делает. Может, ей, так сказать, ее гордость не позволяет, но закон есть закон. А в целом нужно сказать, что само заседание проходило достаточно в более-менее спокойной обстановке. Что на это повлияло? В этом, на мой взгляд, есть даже и моя какая-то заслуга. Потому что информационная поддержка в то время, когда идет состязательный судебный процесс, достаточно важна. Это что-то сродни с информационной войной, то есть то, что, например, я поддерживаю справедливый суд, даю какие-то советы стороне защиты, обвиняемому и его группе поддержки, тоже имеет значение. В общем, в этот раз я не слышал ни скандирования, ни лозунгов, о которых я говорил в своих видео, и говорил, что такие явления являются давлением на суд. Этого не было. Обстановка была, можно сказать, рабочая, то есть не было вот того напряжения, того давления, тех попыток превратить суд в политическое шоу с дебатами по языковым вопросам и вопросам истории. Что будет дальше, друзья, мы с вами будем следить. И, конечно же, надеемся, что адвокаты, имея такой срок для ознакомления с материалами дела, успеют подготовить необходимое ходатайство, определить круг свидетелей стороны защиты, определить необходимые дополнительные экспертизы и другие действия, которые требуются для опровержения того, на чем построено обвинение Вячеслава Зинченко. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, распространяйте это видео. До новых встреч!